Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки. Это Вязовлог, в котором я вам расскажу, чем я занималась в эти рукодельные деньки. Оставайтесь со мной, меня зовут Аня. Приятного просмотра! Вот вяжу дракончика. Сейчас это не очень похоже на дракончика. Это будет такая интересная игрушка. Так нужно очень внимательно считать, потому что теряются петелечки. И интересно, что получится, правда? Ну, скоро вам покажу. Всем привет! Хочу рассказать вам о моих рукодельных буднях. Только что я закончила снимать бесплатный мастер-класс по вот таким капелькам, глазки-капельки. Я вам рассказывала, что я их придумала, когда вязала вот такую игрушку. Все записала, мастер-класс готов на канале. Пройдите по ссылке в правом верхнем углу и найдете этот бесплатный мастер-класс. Вот только что сняла, свежий, горячий. Пожалуйста, кому интересно, приглашаю. Откладываю и расскажу, что я еще сделала на этих буднях рукодельных. Вот, я вам говорила, что начала вязать нового дракошу. Вам что, драконы не надоели? Вот такой дракон появляется. Еще мало что понятно, но в принципе я уже почти его связала. Вот он такой. Это будет дракон, который занимается фитнесом. Да, вот так я его назову. Сейчас мало что понятно, но основные детали уже готовы. Тело готово. Мне осталось только здесь сейчас, я буквально сейчас буду садиться и вязать передние ножки. Задние ножки готовы. Вот задние ножки будут. И вот эта часть задних ножек. Как-то так. Это хвостик будет. Видите, он будет такой, как вроде бы у него прогнута спинка будет. Поэтому я и называю его, что он дракончик, который занимается фитнесом. Мне очень понравилась такая оригинальная идея. И вот я решила попробовать связать. Мастер-класс бесплатный, но на английском языке. Так что я перевожу и вяжу. Но очень интересно. Что мне осталось? Ножки, как я уже сказала. И еще надо вывязать будет шипы на спинке. И в принципе все, набиваю и собираю. Так что надеюсь, к концу этого вязоблога я вам покажу готового дракошку. Оцените, какой он будет. Мои старания и усилия. Ну, я вас заинтриговала? Тогда до новых встреч. Пока-пока. Всем привет! Заканчиваю работу над моим таким органайзером, косметичкой. Вот уже смотрите, я многое связала, заканчивается мой динозаврик. В общем, мне осталось выбрать змейку. Я хочу вот сюда сейчас вшить змейку. Только не знаю, вот эту взять. Вроде она по цвету подходит, но она коротковатая. Видите? Если я ее сейчас пришью, будет дырочка. Вот такая у меня тоже есть. Думаю, может, ее сейчас пришью. Она уже у меня где-то была. Ну, подойдет для органайзера. Сейчас буду выбирать. Ну и какой ниточкой пришить. Вот, а глазки я тоже думаю. Вот у меня есть такие глазки наборчиком. Они на клеевой основе. Вот, можно, ну, как бы вот так просто приклеить, но не знаю, насколько это будет практично, потому что, в принципе, я хочу использовать эту косметичку, сумочку как органайзер, и насколько они будут держаться хорошо, не знаю, может, будет лучше вышить. В общем, сейчас я подумаю, сейчас я вошью сюда змеечку и что-то подумаю с глазиками. И вам покажу. Побежала работать.
Здесь вам покажу немножко творческого процесса. Как видите, я уже связала дракончика. Сейчас подбираю глазки. Приняла решение глазки наклеивать. Вот примерно вот так. Я отметила место для глазок и теперь буду приклеивать. Они на клеевой основе. Но посмотрим, как будут держаться. Почему так решила? Потому что эта игрушка больше интерьерная, чем игровая. И поэтому, в принципе, я думаю, что клеевые глазки как раз подойдут. А еще они так интересно играют. То он закатывает глаза, то нет. Надо только хорошо их придавить. Вот так немножко вам в убыстренном темпе творческий процесс. Ну и куда же без бабочки? Сейчас я пришью бабочку. Вот такой будет милашка. Вот уже и с бабочкой, смотрите. А что же мне еще нужно будет сделать? Улыбочку еще нарисовать, наверное. Ах, да, я совсем забыла. Мне же еще надо ноздри пришить. Носик. Так, быстренько пришью носик. Вот такие мелкие детали не очень люблю, когда нужно много-много всего всякого пришивать. Но это идея автора, так что повторяю его задумку. Хорошо, когда на убыстренном темпе это так все быстро делается и весело. Раз, и носик у меня почти готов. Убираю лишние ниточки, прячу. Вот так, чтобы появился у меня такой дракоша, фитнес-дракоша. Не знаю, как вам, мне очень нравятся оригинальные игрушки. Такие редкие, которые не всегда встретишь, оригинальные. И когда я вижу подобную игрушечку, мне сразу чешутся ручки что-то подобное сделать. Так, ну вот, носик готов. Один. Сейчас сделаю второй. Вот так, раз. И готов. И осталось мне еще щечки пришить. Сейчас я их приколю. Такие, он будет с румяными щечками. Ну, когда занимаешься спортом, конечно же, щечки горят. И у нашего дракончика тоже будут щечки гореть. Но немножко передвину. И вот такая красота получилась. Он уже у нас с вами улыбается. И готов. Привет! Приветствую всех на канале Рукоделки-Посиделки. Это заключительное видео. И я вам покажу, что же мне удалось связать и какие мои планы на будущее. Итак, как видите, довязался мой органайзер или косметичка динозаврик. Вот такой он получился. Глазки я все-таки решила вывязать и пришить, так как я планирую в этом органайзере держать все мои крючочки. Вот так, смотрите, как это будет. Все мои крючочки я буду складывать вот сюда. Вот так. Вот так. И вот. И смотрите, какая прелесть. И теперь мои крючочки все в одном месте. Как я пришла к такой идее? Я увидела вот такую фотографию. Посмотрите. И тут мне пришла идея, а почему бы не сделать из такой игрушки вот такой пенал, органайзер, косметичку, все что угодно. Естественно, так как мне пришла такая идея, то этой схемы не было. Но тут несложно, в принципе, было догадаться, как вот это все вязать, сложить вместе. Ножки уже легко придумать, головка, хвостик, обвязка. И вот наш динозавр готов. Как вам? Понравилась такая идея? Если да, поставьте лайк.
Если захотите, я сделаю видео по петельным мастер-класс. Если это кого-то интересует, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот такой динозаврик. Его отставлю. Смотрите, он даже стоит. Ну и, конечно, вот мой динозавр, который занимается фитнесом. Мне эта игрушка очень-очень понравилась. Этот динозавр мне понравился своей оригинальностью. Ничего подобного я не видела. И поэтому, когда увидела в книжке описание на иностранном языке вот этого милашку, вот смотрите, он занимается фитнесом, он стоит в планке и при этом улыбается. Какая милота, правда? Вязать мне очень понравилось. Вяжется он с носика, вывязывается туловище и заканчивается. Ножки, хвостики, боковинки пришиваются, а ножки передние довязываются. И потом отдельно делается гребешок. Конечно, не все так, как я люблю, потому что вот это даже гребешок, это разные схемы. Одна схема, потом две схемы, вторая схема, два гребешка, третья схема и четвертая схема. И потом это каждая деталька привязывается. Так же самое, как и носик. Вот видите, щечки. Но это потребовало времени. Но ничего, мне очень понравилась эта игрушка. Как я ее вязала, вы уже увидели. Это было интересно и забавно. Вот такие две готовые работы у меня есть. От динозавриков немножко я устала, честно говоря. Хотя на крючке у меня еще один динозаврик. Я планирую снять по нему попетельный мастер-класс. Это авторский мастер-класс. Динозаврик Веселун, я его так назвала. Он у меня еще на крючке, поэтому вам еще пока ничего не покажу. Хочу вязать вместе с вами, и уже как будет первая часть мастер-класса, я вам расскажу. Это в будущем. Так, ну, это готовые изделия. Что же я планирую на будущее? Вы знаете, на днях я посмотрела мультик, называется «Элементарно». Интересный мультфильм с главными персонажами, такими интересными. Девчонка Огонек, а мальчишка Водичка, как-то так. И у меня зародилась идея связать девчулю Огонька. Вот я вам покажу фотографию. Вот, посмотрите в левом правом углу. Что-то вот такое хочу связать. Но как? Хочу придумать, чтобы это могло быть. Ну, пока у меня задумка. Как видно, эта картинка, видите, она несложная. Просто нужно создать и придумать. Вот уже я думаю, что вот такая ниточка у меня будет. Еще одна для волосиков. Тоже похожий меланж я возьму. Еще думаю о том, как сделать вот эти ее прическу огоньки. Еще есть некоторые задумки, но буду думать. Это у меня планы в перспективе. Если я начну вязать эту куклену огонек, конечно, я вам расскажу и будете в курсе. Так, вот это у меня план, значит, динозаврик Веселун, девочка Огонек. И вот что я хочу с вами поделиться. Это никак не связано с амигуруми, но это связано с моей любовью к куклам. Я очень люблю кукол. Когда-то я связала вот такую куклену. Еще у меня в планах есть связать куклу Лол, но сейчас не об этом. Когда я путешествовала, я нашла на развалах в винтажном магазине, давно мечтала о фарфоровой кукле. И вот, смотрите, какую парочку я нашла. Динозаврика пока отставлю. Вот такие две парочка. Они вдвоем шли в одном комплекте.
Эту отложу пока, а эту вам покажу. Личико у нее фарфоровое. Посмотрите, какое беленькое, красивенькое. Но, как я уже сказала, я ее нашла в винтажном магазине. Поэтому, что я хочу сделать? Я хочу ее реставрировать, полностью поменять ей одежду. Не знаю еще, пошить или связать, а может то и другое. Но это второй этап, потому что первый этап, посмотрите, у нее волосики плохие, сбитые. Тут видно, что они приклеены, то есть их нужно будет переделать, скорее всего. Потом, если я ее раздену, то вы увидите, что она действительно винтажная. Но это я ее уже покупала, и видите, вылез, то ли это клей, то ли я не знаю что. В общем, моя цель какая? Это тоже снимается. Я хочу ее разобрать. Это все отклеивается. Тельце пошить, поменять полностью. Чтобы оно такое было, просто из новой ткани, новый наполнитель. А все фарфоровые детальки останутся. И хочу заменить волосы. Я уже заказала несколько париков для кукол. Никогда этого не делала. Поэтому, если вам будет интересно, я покажу вам, как я это буду делать. И обсудим с вами, какие волосики лучше, какие хуже. Я специально вам это показываю в вязовлоге, потому что, как уже знает история, когда я вам что-то показала и пообещала, что я это буду делать, я делаю это быстрее. Поэтому вот такое у меня в планах. Покажу вам еще малыша вот этого. Но первое начну делать куколку. Я вам обещаю, в следующий раз покажу дальше. Так, а этот малыш, смотрите, он тоже полностью керамический, но он без волосиков. Это еще у него какая-то тут есть, и не видно сейчас, потом покажу. Какой-то штамп есть, я не могу определить, что это, какого производителя игрушка, но пока, не знаю, еще не занималась этим. Я сниму, тоже покажу вам платьице. Платьице в хорошем состоянии, но тоже оно, вот знаете, как бы такое пожелтевшее. Винтаж, куклы винтажные были винтажные. И тоже, смотрите, этот пупс, вот, тело то же самое. Видите, какая штука здесь? Тоже хочу поменять тело, поменять. И на него я хочу связать комбинезон, штанишки, чепчик. В общем, у меня уже руки чешутся. Но чтобы начать вязать на эту куколку милые классные вещи, мне надо переделать тело. Вот такие у меня планы. Все свои хотелки я вам показала, рассказала. И надеюсь, что в следующем вязовлоге вы уже увидите мои начинания. Мне было очень приятно с вами. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым гостям. А сейчас до встречи. Пока-пока.